Всем привет! И это вторая часть по вязанию нашего дракончика. Начинали мы его вязать вот здесь, по ссылочке в описании к видео, или по подсказке можете перейти и начать вязать дракона. Мы уже связали с вами ножки, ручки, крылья, уши. И теперь мы будем вязать в этой части все остальные недостающие части нашего дракона. Будем вязать тельце вместе с головой. Это будет цельная деталь. И будем ввязывать туда наши ручки, ножки. И начинаем мы тело вязать. Первый ряд, как обычно в плюшевой пряже, начинаем с петельки. 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд, и мы вяжем прибавку в каждый предыдущий столбик ряда. То есть у нас получится 12 столбиков без накида во втором ряду. Третий ряд у нас 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так мы повторяем по кругу 6 раз. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы начинаем с 2 столбиков без накида и делаем прибавочку. Соответственно, у нас, как обычно, повторы до конца ряда, чтобы в этом ряду вышло 24 столбика без накида. Пятый ряд и 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем так по кругу 6 раз. В пятом ряду у нас выйдет 30 столбиков без накида. Шестой ряд мы вяжем без каких-либо прибавок и убавок. Это у нас будет 30 столбиков без накида по кругу. В седьмом ряду мы провязываем подряд 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавочку. Так мы провязываем до конца ряда. В седьмом ряду у нас выйдет 36 столбиков без накида. В восьмом ряду мы вяжем 5 столбиков без накида и прибавка. Повторяем так по кругу 6 раз. В этом ряду у нас будет 42 столбика без накида. В девятом ряду мы должны держать ножки на поготове и будем их ввязывать. Начинаем мы ряд. Я стараюсь, чтобы вот этот шов, наша рабочая нить, она оставалась сзади. То есть, соответственно, ножки мы будем ввязывать по бокам. И мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Далее прикладываем ножку. Соответственно, если это у нас зад, то ножка должна выглядеть вот так и смотреть вперед. Прикладываем ножку и, захватывая петли ножки, а у нас их 6, провязываем вместе с петлями тела. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее располагаем к себе тело и смотрим, как нам расположить ножку так, чтобы она у нас была четко и симметрично. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель нужно провязать до ножки. Вы смотрите, как вам нравится по расположению. Можно расположить вот так вот, и будет попа большая у динозаврика. Можно как угодно. Но я буду располагать именно симметрично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. И прикладываем снова нашу ножку. Теперь будьте внимательны, чтобы ножки смотрели в одном направлении. Прикладываем ножку к телу и снова провязываем, нанизывая ножку и петлю тела. Провязываем 1, нога мешает, 2, 3, 4, 5, 6. И далее у нас до конца ряда остается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида, если вы вяжете так, как я, вязывая ножки. Далее мы вяжем 10, 11 и 12 ряды по кругу без прибавок и убавок, 42 столбика без накида. В 13 ряду мы вяжем 5 столбиков без накида, убавка 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И повторяем так до конца ряда. В этом ряду у нас должно остаться 36 столбиков без накида. В 14 ряду мы вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и делаем убавочку. Так мы продолжаем вязать по кругу, соответственно, чтобы в этом ряду выйти на 30 столбиков без накида в конце. В 15 ряду мы просто вяжем по кругу без прибавок и убавок 30 столбиков без накида, которые у нас получились в предыдущем ряду. В 16 ряду мы формируем пузико. У нас должно получиться в этом ряду 24 столбика без накида. Убавки будут все идти подряд и только на пузике. Мы провязываем 10 столбиков без накида подряд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И затем вяжем 6 убавок подряд. 1, 2, 6. До конца ряда у нас остается 8 столбиков без накида, которые мы просто провязываем. В следующем 17 ряду мы провязываем просто по кругу 24 столбика без накида, без каких-либо прибавок и убавок. В 18 ряду мы провязываем 6 столбиков без накида, 3, 4, 5, 6. Делаем убавочку. И повторяем так по кругу 3 раза. В 18 ряду у нас выйдет с вами 21 столбик без накида. В 19 ряду мы по аналогии с предыдущим рядом уменьшаем только на 1 столбик без накида и провязываем 5 столбиков. Делаем убавочку. И вяжем так по кругу 3 раза. В 19 ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. В этом моменте уже можно набить наше пузико и продолжать дальше вязать. Вот такой у нас пухлый пузик уже должен получиться. И следующий ряд по очереди у нас 20 ряд. Мы уже его вяжем вместе с ручкой. Берем наши ручки и мы должны расположить их над нашими ножками, соответственно, чтобы они образовывали одну линию. Так как ряд у меня уже начинается за пределами ноги, здесь маркер ряда я ставлю. Получиться может по-разному, в зависимости от того, как вы расположили ножки. Я провязываю 4 столбика без накида,
так как у нас уже здесь пошло сужение, прикладываю ручку и провязываем по аналогии с ножками, подхватывая петли ручки и ввязывая их в тельце. 2, 3, у меня уже дракон в шпагате. 3, 4, 5, 6. Далее я провязываю по переду дракончика. 2, 3, 4, 5. Здесь у меня до конца ряда остается 1, 2, 3, 4 петли, но мы зацепим и задние петельки. Прикладываю следующего ряда. Прикладываю ручку, провязываю 1, 2, 3, 4, 5. И еще 2 петли, это будут уже петельки нового ряда, то есть 20 ряд у нас закончился. Мы, грубо говоря, ставим маркер ряда на вот этой петельке и еще одну петлю ввязываем вместе с ручкой. Это уже 2 петли пошли 21 ряда. Здесь нам надо провязать еще 2 петли. 1, 2. И сделать убавку. Провязываем еще 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. Ну и до конца ряда еще один раз точно так же провязываем 4 столбика без накида и 1 убавку. В этом ряду у нас получится 15 столбиков без накида. Теперь нужно очень хорошо донабить тельце, чтобы у нас не провисала потом шея нашего дракончика. Вяжем еще один ряд шеи, плавно перетекающий в голову. Мы начинаем его с 3 столбиков. 1, 2, 3 и убавка. Далее мы так вяжем по кругу еще 2 раза. В этом ряду у нас получится 12 столбиков без накида. В этом ряду мы уже идем на расширение и начинаем вязать голову. Мы вяжем 1 столбик и 1 прибавку. Так мы чередуем до конца ряда 6 раз. И у нас получится 18 столбиков без накида. В 24 ряду у нас будет 2 столбика без накида и 1 прибавочка. Повторяем точно так же 6 раз по кругу, чтобы получилось в 24 ряду 24 столбика. Далее мы вяжем 1, 2, 3 столбика без накида и прибавочка. Повторяем так 6 раз по кругу. И в 25 ряду у нас получится с вами 30 столбиков без накида. В 26 ряду мы вяжем 4 столбика без накида, 4 и прибавку. Продолжаем все еще расширять нашу голову. Так мы вяжем 6 раз по кругу. Соответственно, в этом ряду у нас выйдет с вами 36 столбиков без накида. 27 ряд я начинаю 2 столбика без накида, прибавка, а с этого места уже идем
5 столбиков без накида и прибавка по кругу. Это я делаю, чтобы сгладить неровности, которые образовываются при вязании с одинаковыми прибавками, вернее, с прибавками в одинаковом месте. И чтобы их сгладить, мы провязали сначала 2 столбика, прибавка, отсюда вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, прибавка, и дальше так до конца. Соответственно, в конце у нас останется после прибавки 3 столбика. Считайте по петлям, их должно быть 42 в этом ряду. В 28 ряду у нас будет 6 столбиков и прибавка. Так мы повторяем до конца ряда. У нас в этом ряду получится 48 столбиков без накида. Далее я провязала голову с 29 по 34 ряды без прибавок и убавок, 48 столбиков в каждом ряду. Когда мы довязали, мы приступаем к вязанию 35 ряда. И здесь у нас уже пойдут убавки. Не забудьте, что если у вас глазки на креплении таком, как у меня, то есть пластиковые на ножке с заглушкой, вам нужно будет их вставить до того, как мы завершим вязание головы и набьем ее. 35 ряд мы вяжем 6 столбиков без накида и делаем убавочку. Так мы вяжем по кругу до конца ряда, пока у нас не получится 42 столбика без накида. 36 ряд мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и убавочку. Повторяем по кругу 6 раз. В этом ряду у нас будет уже 36 столбиков без накида. 37 ряд мы вяжем 4 столбика без накида и убавку. Также продолжаем убавлять. Так мы повторяем по кругу 6 раз, чтобы в 37 ряду у нас получилось 30 столбиков без накида. 38 ряд мы вяжем 1, 2, 3 столбика без накида и убавочку. Так мы вяжем по кругу, продолжая повторять наш раппорт. В этом 38 ряду у нас будет 24 столбика без накида в конце. В этом ряду самое время ставить наши глазки и набить хорошенько голову, пока у нас есть еще такая возможность. Советы по установке глазок. Мы берем нашу мордочку, которую мы связали. Вот так у нас выглядит дракончик на данном этапе. Примерно я располагаю вот так вот мордочку. И теперь я смотрю, где я хочу расположить глазки. Их можно расположить, пока что примеряться просто. Главное, чтобы они были у вас на одной линии, в одном ряду. Смотрим, насколько вам нравится такое расположение. Еще важно, чтобы же это было симметрично. Постарайтесь расположить по центру. Вот я уже вижу, что у меня не по центру. Мне надо вот этот глаз раздвигать. То есть примеряйте, поскольку у нас уже связанная мордочка, у нас есть такая возможность примерить так, как у нас будет мордочка, посмотреть, как нам нравится. Вы можете располагать глазки ближе, дальше. Смотрите, как вам больше нравится. И уже на данном этапе мы их вставляем и закрепляем. Фух, вот я и справилась с установкой глазок. Теперь набиваем. Большое особенное внимание при набивке уделите плотно набитой шейке. Так как у нас на голове еще много элементов разных, нам нужно, чтобы голова хорошо держала форму и чтобы шея тоже была плотно набита. Голову мы, конечно, еще донабьем в процессе, но на данном этапе она уже должна у вас хорошо держать форму. И мы продолжаем наше вязание. Следующий 39 ряд мы провязываем 2 столбика без накида, 1 убавку. Повторяем так по кругу. И у нас должно получиться с вами 18 столбиков без накида.
У нас остается еще 2 ряда. Мы вяжем 40 ряд. Это 1 столбик и 1 убавка. Так мы вяжем до конца ряда. В 40 ряду у нас получается 12 столбиков без накида. Тут самое время донабить нашу голову. И далее 41 ряд мы просто вяжем убавочки по кругу, пока у нас не закончатся петельки. Для более аккуратного завершения можно сделать там 4-5 убавок и остальное стянуть в кольцо при помощи иглы. Пока откладываем нашего милого малыша в сторону и довязываем последний пришивной элемент, это хвост. Хвост я вяжу пряжи основного цвета. Начинаем мы с петелек, 2 воздушные петли, и во вторую петлю от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида, как и во всех наших начинаниях. Во втором ряду мы вяжем 1 столбик без накида и 1 прибавочку. Повторяем так по кругу 3 раза, чтобы в этом ряду у нас было уже 9 столбиков без накида. Дальше легче, вяжем просто 9 столбиков без накида по кругу без прибавок и убавок. Это наш 3-й ряд. В 4-м ряду мы вяжем 2 столбика без накида и 1 прибавку. Повторяем по кругу 3 раза. В 4-м ряду у нас будет 12 столбиков без накида. Далее 5 и 6 ряды мы вяжем без прибавок и убавок по 12 столбиков без накида в каждом. Следующий 7 ряд вяжем 1, 2, 3 столбика без накида и 1 прибавку. Повторяем так по кругу 3 раза. В конечном итоге у нас в этом ряду получится 15 столбиков без накида. 8 ряд вяжем 15 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 9 ряд и 1, 2, 3, 4 столбика без накида и прибавочка. Я думаю, вы уже догадались, повторяем мы это тоже 3 раза по кругу, чтобы получить 18 столбиков без накида в этом ряду. 10 ряд, 5 столбиков без накида, 1 прибавочка и повторяем вновь 3 раза. В 10 ряду будет 21 столбик без накида. В 11 ряду мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков без накида, 1 прибавку, 2 столбика без накида, 1 прибавку, еще 2 столбика без накида подряд, 1 прибавку и 4 столбика без накида до конца ряда. В этом ряду у нас получается 24 столбика без накида. В 12 ряду мы провязываем 24 столбика без накида по кругу без прибавок и убавок. В 13 ряду мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков без накида, затем вяжем 1 прибавку, 4 столбика без накида подряд, 1, 2, 3, 4, 1 прибавку, еще 4 столбика без накида подряд, 1, 2, 3, 4, прибавку и 4 столбика без накида до конца ряда.
В этом ряду у нас получается 27 столбиков без накида. 14 последний ряд мы начинаем вязать так: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков без накида, 1 прибавочка, 5 столбиков без накида подряд, 3, 4, 5, 1 прибавка, еще 5 столбиков без накида подряд, 1, 2, 3, 4, 5, 1 прибавка и еще 4 столбика до конца ряда. В этом последнем 14 ряду у нас получается 30 столбиков без накида. На этом мы оставляем нить для пришивания, обрезаем, закрепляем и можем сразу же начинать к пришиванию хвоста. Разворачиваем нашего динозавра, дракона, задом. Смотрим, где у нас в хвосте расширение. Мы вязали с одной стороны как бы расширение, а с другой он более ровный получается. Этой стороной мы его крепим вниз. Но перед этим, конечно же, мы должны набить наш хвостик перед тем, как его пришивать. Можно при помощи пинов либо булавочек приколоть и посмотреть в разных, скажем так, видах, как это будет выглядеть, когда наш дракончик будет сидеть, чтобы он опирался на хвостик. Вот так, мне кажется, идеально будет. Прикрепляю и проверяю, чтобы это было все ровненько. Далее берем нашу пластиковую иголочку, так как с ней очень удобно работать плюшевой пряжей, и просто пришиваем по кругу наш хвост. После того, как мы пришили хвост, я взяла и поприкладывала все детальки. Поприкалывала их на пины и смотрю, как мне нравится расположение. Мордочки, ушек, вы можете поэкспериментировать, рожки. Все располагаем, закрепляем на пины, смотрим, как нам больше нравится, и начинаем пришивать. Я продолжаю с оформления мордочки. Буду пришивать ее как одну из несимметричных деталей. Продолжая оформлять, мы будем делать ноздри. Я это делаю контрастной белой нитью на желтом, как раз под цвет моих рожек. Мы вкалываем ниточку вот на мордочке, симметрично возле глазика, и просто делаем несколько петелек, 3, крепимся. Ниточку я отрезаю. Затягиваю. Вывожу ее к первой нитке. Здесь можно тоже ее закрепить. И прячу вовнутрь кончики. Нам нужно повторить то же самое симметрично и с другой стороны. Можно еще сделать утяжку мордочки, только учтите, что ее лучше всего делать не плюшевой пряжей. Лучше подобрать ниточку в тон. Я подобрала ниточку, подходящую по тону. Закрепляем ее по центру.
выводим наверх. И вывожу ее примерно вот так. А здесь, в этой части, и затягиваем. То есть здесь мы идем с этой стороны по надкромкой, подтягиваем ее, а тут можно прямо по центру. Ниточку закрепляем и прячем. Делаем еще одну маленькую детальку для оформления. Раз, два, три, 4 воздушные петли, 1, 2 столбика, 3 в обратную сторону, воздушная петля, поворот, убавка, 1 столбик без накида, воздушная петля, поворот и 1 столбик. Оставляем достаточно длинную ниточку. На детальке нить закрепляем. По боковушечке еще протягиваем, возвращаясь к основанию, там, где у нас узелок был. И вот этой частью пришиваем снизу. Это у нас нижняя губа. Вот такая мордашка у нас получается. Теперь еще я бы хотела украсить хвост, пока мы не начали пришивать все дальше. Я ввожу крючок четко по центру. Беру нить дополнительного цвета, креплю. И далее мы должны накладными петельками пройтись по центру хвоста. Если этот момент слишком сложный для вас, можете его пропустить. От этого ваш дракончик не будет менее красивым. Вот я дошла до основания хвостика. Вяжу воздушную петлю. Вводим под петельку первую крючок. Я вяжу столбик без накида. Делаем накид, столбик с накидом. 2 воздушных петельки. Во вторую от крючка соединительный столбик.
И снова столбик без накида. Все это вяжем в одну петлю. В следующую петельку просто соединительный столбик провязываем. Еще один соединительный столбик я вяжу. А в следующую петлю то же самое повторяем. Столбик без накида, столбик с накидом, 2 воздушные петельки во вторую петлю от крючка. Соединительным столбиком возвращаемся и снова сюда же столбик без накида. Далее 2 соединительных петельки в разные петли. Раз. И в следующую. Следующую я вяжу столбик без накида. Все то же самое. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. То есть повторяю тот же самый наш зубчик. Соединительный столбик. И, поскольку он у нас может получиться с вами разное количество петель, в последнюю петлю я тоже провязываю соединительную петельку. Обрезаем. И завязываем с нашей начальной ниточкой, связываем, закрепляем хорошенько и прячем кончики вовнутрь. У нас получились вот такие зубчики на хвосте. Далее продолжаем пришивать наши детальки. Здесь у нас четко с вами место под крылышки. Тут ничего сложного нет. Пришиваем крылышки, располагаем их. Тут все очень четко получается. Рожки, как я и говорила, все это уже по вашему усмотрению располагаем. Пришиваем. И вот наш финальный результат дракоши. Роскошный, классный получился дракон. Я здесь сделала еще дополнение по своему вкусу. Вы точно так же можете пофантазировать и украсить наших дракончиков по-своему. Во-первых, я добавила ему потрясающие шикарные реснички. Учтите, что если это будет игрушка для самых маленьких, то, конечно, от ресничек придется отказаться. Также здесь не сильно видно, но я сделала ему веки, просто сделав протяжку плюшевой ниточкой. Вышила бровки, это обычная нить, можно использовать мулине, можно ярнард джинс, любую ниточку для бровок. А также я добавила ему полосочки, как бы очерчивая его пузико. Просто обычные протяжки, здесь в принципе даже нечего показывать. Можно еще добавить на лапках, я здесь не добавляла, то есть такие типа обозначить пальчики, когтики на нижних и на верхних лапках. Также я добавила звездочку, это у меня такой получился морской дракончик, будем считать, что это морские звездочки. И на голову тоже я добавила ему звездочек, чтобы они перекликались с вот этим дизайном. И вот такой вот у нас замечательный плюшевый малыш получился. Вот так вот выглядит хвост, крылышки. Конечно, весь он в кадр не влазит, так как большой, упитанный. Вы смотрите, какая милота получилась. Я думаю, что если вы до сих пор не поставили лайк, то за такой мастер-класс мы с дракончиком заслужили ваши лайки. Подписывайтесь также на канал. Оставляйте ваши комментарии, пишите, что бы вы хотели еще связать со мной на канале. Я уже окончательно вернулась в вязальную жизнь, поэтому слушаю ваши пожелания и предложения. Также, если вы вяжете по моему мастер-классу, можете присылать, хвастаться своими успехами и присылайте ваши работы мне либо на почту, либо в директ инстаграма. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч в новых мастер-классах. Пока!